Добрый день. Кто говорит по-английски? Okay, that's 5. That's good. And how many are veterinarians? Кто из вас ветеринарные врачи? That's everyone? То есть Veterinary все. nurses? Младший медицинский персонал, Veterinary technicians? техники. Okay. And how many of you have seen a rabid animal? Кто из вас видел животных с бешенством? Lovely. Отлично. Dogs or large animals? Собак или крупных животных? Кто из тех, кто видел? Собаки. Dogs. Dogs, okay. A cat? Was that a cat? Okay. So that's good to know. The audience will understand me well. So I'll start. Apart from the introduction that Sergey gave you, I'm Dr. Gauri and I'm a veterinarian. Очень приятно быть знакомой с аудиторией, прежде чем начать лекцию. Помимо того прекрасного представления, которое сделал доктору Сергей, она хотела бы сама тоже немножко представиться. Доктор Гаури, она ветеринарный врач. And I've worked on rabies for nearly 10 years now, from 2013. That's not 10, that's 6 years. That's 6 years of rabies. С 2013 года уже на протяжении 6 лет доктор занимается проблемой бешенства. Okay. So my talk will first concentrate on what rabies is and the epidemiology about it and transmission and pathogenesis. Мы начнем сегодняшнее обсуждение с того, что, собственно, представляет из себя бешенство, что это такое, что это за заболевание, какова его эпидемиология, каким образом оно передается и каков патогенез данной проблемы. I've tried to help by putting some Russian in there, but I was told some of it is bad translation by Google and could be funny. Доктор постаралась для вас, чтобы презентация так еще лучше отложилась и была более понятной, попереводить ее немножко самостоятельно посредством Гугла. Вы увидите, там будут некоторые забавные курьезы, которые Google частенько нам предлагает. Пожалуйста, воспримите это просто как такой маленький сюрприз. In my second session, I'll be speaking about clinical diagnosis of rabies in domestic animals, that's cats, dogs, and other animals. Вторая часть нашей лекции, второй этап лекции будет посвящен клиническому проявлению бешенства у домашних животных, у собак, у кошек и у некоторых других видов животных, с которыми мы часто имеем дело. And then I'll speak about case management. What do you do if you come across a rabid animal and if the animal that you're dealing with is bitten by a rabid animal? Следующий этап мы посвятим рассмотрению ваших действий, когда вы вступаете в контакт с заболевшим животным или укушенным животным. Что вам делать, как себя вести, как выстраивать свою работу. I'll be showing you some videos of rabid animals that we have seen in the field, and I would like you to tell me what you think about the case. Do you think it's rabid or not? Здесь нас ждет такая небольшая интерактивная сессия. Доктор будет показывать вам видеоролики с животными, с характерной клинической симптоматикой, и вашей задачей будет угадать, это действительно животное с бешенством или нет. Then I'll speak a little bit about laboratory diagnosis. And in my last session, it will be about vaccines, how vaccines were developed over the years, and what we have today. And after you've learned so much about rabies, I want to tell you what we are doing in India. Следующей нашей частью нашей лекции, следующая часть будет посвящена вакцинации, каким образом, как эволюционировала система вакцинации против бешенства в течение времени, каковы протоколы вакцинации против бешенства, а также после того, как все эти вопросы мы рассмотрим, доктор хотел бы поделиться с вами работой, которую они ведут с коллегами в Индии, как работает миссия в Индии по борьбе с бешенством. Okay, thank you. So, rabies. I want you to tell me, when do you think people learned what rabies was? Итак, давайте обратимся, собственно, к теме нашей лекции. Бешенство, что же это такое? Для начала доктор хотел бы вам задать вопрос. Как вы думаете, когда впервые люди столкнулись с бешенством?
How long ago? Как давно это произошло? 50,000 years ago. Okay. Any other number? Еще есть какие-то комментарии? Что, простите, еще раз? A long time ago. That's a good answer. Это лучший ответ на сегодня, спасибо. So the answer is 4,000 years ago. 4000 лет назад описан первый случай бешенства. 2,000 years before Christ. То есть за 2000 лет до Рождества Христова. So first recordings you see in 1930 that people understood that if you were bitten by a wolf, a fox or a dog, that you might die in some time. Первое свидетельство такое выглядело следующим образом. Его относят к 1930 году, до Рождества Христова. Описывается вот эта вот ситуация следующим образом. Если человек был укушен волком, лисой или каким-либо другим животным, то он мог умереть. And later over the years, we could find scriptures, maybe drawings, carvings in caves, showing that if an animal bit you, there was a chance of hydrophobia. Дальше, по мере развития человечества, можно было столкнуться с другими свидетельствами того, что люди стали узнавать такую болезнь, как бешенство. Выражалось это в различных наскальных рисунках, например, в некоторых других источниках, в которых было показано, что при укусе человека животным у человека развивалась водобоязнь. And not until 1885, that's 130 years ago, that the first vaccine for rabies was developed. Однако впервые вакцина против бешенства была разработана только в 1885 году. This is a very famous drawing from a medical book in Spain in 1566. This shows people getting scared of a rabid dog and trying to kill it. Вот здесь вы видите пример такой исторической справки, касающейся бешенства. Это очень известное изображение, очень известная гравюра из материи медики 1566 года издания. Это испанское издание. Вы видите, люди преследуют бешеное животное. And these are drawings again from the 1500 about werewolves. So werewolves, I'm sure many of you are aware of what they are. Fictionist animals where person turned into a wolf because he or she was bitten by another werewolf. And on a full moon day, a person would turn into a wild, aggressive wolf. Здесь вы видите еще больше гравюр на эту тему, тоже датируемые 1500 годом примерно. Все эти гравюры, вы видите, так или иначе посвящены волкам, и наверняка вам всем приходилось слышать разные мистические истории, фольклорные истории в отношении волков, что когда человек бывает укушен волком, это превращает его в какое-то такое агрессивное, неуправляемое существо, и в полнолуние этот человек, который был укушен волком, превращается в волка. То есть история про оборотней. So rabies was used in folk tales from then. Rabies was used in folk tales. Таким образом, с вот этого примерно момента бешенство стало таким невидимым героем различных фольклорных историй. And then media, popular media and fiction stories use rabies again. Here you'll see a vampire. Nymphomania is one of clinical signs of rabies in human beings, and what creative people did was used vampire rabies, bat rabies, included some seduction and innocence, and sold the idea.
Дальнейшее развитие средств массовой информации привело к тому, что бешенство обросло все новыми и новыми художественными мистическими подробностями. Известно, что одним из клинических симптомов бешенства у людей является нимфомания, и режиссеры воспользовались этой информацией, и в итоге мы получили такие многогранные истории про вампиров, то есть про людей, укушенных вампирами, летучими мышами. And today we have a lot of zombies. And even this is a zombie rabbit. И сегодня мы очень много историй стали популярны про зомби. Даже у нас с вами на наших бейджиках нарисован зомби-кролик. So rabies has sold very well. Таким образом, бешенство популяризировалось достаточно здорово. Хорошо продается. So coming to the science part of it. Давайте оставим теперь фольклор и разные мистические истории и перейдем к науке. So rabies is probably the only disease with a 100% case fatality rate, meaning if you get the disease, death is guaranteed. Бешенство – это одно из немногих заболеваний со 100% смертностью. То есть, если вам не повезло заболеть бешенством, то смерть вам гарантирована. With diseases like Ebola, Nipah, dengue, and other diseases I've listed here, there's a chance that chance of death will decrease with treatment. But with rabies, with treatment or no treatment, death is still guaranteed. Существует некоторое количество столь же опасных заболеваний инфекционных, которые, впрочем, имеют шансы на исцеление, то есть при заражении которыми человек имеет шанс выздороветь при адекватно оказанной помощи. Эта история не про бешенство. В случае, если произошло заражение бешенством, то гибель неизбежна. I would encourage questions during the talk. They don't have to wait till the discussion later. Вы можете, если у вас возникают вопросы, это такая короткая ремарка по ходу повествования, вы можете их задавать, не дожидаясь окончания лекции. Yeah. So the rabies virus is a bullet-shaped virus belonging to the Rhabdoviridae family. Здесь вы видите схематическое изображение, собственно, виновника возникновения бешенства. Это вот таким образом выглядит вирус бешенства. Принадлежит он к семейству Rhabdoviridae. You don't need to know too much about the structure of the virus, except just remember the 5 proteins that I've listed here. Вам, наверное, с практической точки зрения нет интереса разбираться подробно в структуре вируса. Просто запомните, что внутри себя он включает 5 типов белков. And the two most important proteins are the nucleoprotein and the glycoprotein. Два таких в основном представляющих для нас интерес белка – это нуклеопротеин And glycoprotein. и гликопротеин. So the nucleoprotein would be so imagine a virus with a raincoat. The raincoat is the nucleoprotein, and if you had blobs of buttons all across your raincoat, that's the glycoprotein. Нуклеопротеин – это фактически такой дождевик для вируса, плащ, который защищает его, а гликопротеин – это такие бляшки, которые сидят на вот этом плаще вирусного тельца. The nucleoprotein is the most conserved of all the proteins, and it is used for molecular studies in rabies. For molecular? Molecular studies, for gene sequencing and things like that. Нуклеопротеин – это один из самых стойких протеинов, которые известны природе, и он используется отчасти для того, чтобы влиять на молекулы. It hasn't changed in the last 4,000 years. За последние 4000 лет состав этого нуклеопротеина не изменился. Like other viruses, like the flu, the viruses keep changing. The rabies virus hasn't changed. В отличие от других вирусов, например, вируса гриппа, который в течение лет постоянно меняется, претерпевает некие изменения, этот вирус остается неизменным. And the glycoprotein, which are the blobs I said on the raincoat, these cause an responsible for the immune reaction in the body. So when the virus enters, the body responds to the glycoprotein. And this is used
in vaccines and other immune studies. Гликопротеин, который располагается в виде таких своеобразных бляшек на плаще нуклеопротеина, это вещество, которое запускает иммунный ответ, иммунную реакцию организма хозяина при заражении, и именно этот компонент используется для создания вакцин и для других способов иммунного воздействия на вирус. So the name, the bullet that never fails, Бешенство называют пулей, которая никогда не подводит. because once the bullet enters your body and is in the nervous system, most probably death. Потому что без вариантов, если эта пуля оказалась в теле, если каким-то образом она оказалась в организме, то рано или поздно она приведет к смерти. Rabies is 100% fatal, but it's 100% preventable. And this is our only hope to eliminate the disease. Бешенство, как уже было сказано, это стопроцентно фатальное заболевание, оно неизбежно приводит к смерти, однако также его на 100% можно предотвратить, профилактировать. И фактически это наш единственный способ избавиться от этой проблемы. Till today, we haven't understood how rabies causes death, so we don't know how to treat it once it comes. До сих пор, на сегодняшний день, у нас нет понимания, каким образом в итоге бешенство вызывает гибель пациентов. Таким образом, мы не владеем механизмом, не владеем способом, каким образом можно лечить бешенство. But there have been some survivors. And I want you to know about these survivors, but I don't want you to remember as rabies being less fatal. It is still 100% fatal. Несмотря на то, что мы говорим о стопроцентной фатальности данного заболевания, все-таки есть сведения, есть данные о людях, которые выжили вследствие заражения бешенством, которые пережили заражение бешенством. Однако, несмотря на наличие вот таких описанных случаев, не следует воспринимать это как статистически достоверную информацию. То есть эти исключения не позволяют нам снизить степень фатальности бешенства. Because the media has many times reported rabies is not fatal anymore, and that's not true. The survivors here listed, many of them didn't regain normal life after recovering, and some of them had a half dose of pre-exposure or improper post-exposure treatment, and that's the only reason they could have survived. Что касается выживших после заражения бешенством людей, то, безусловно, средства массовой информации с большой радостью подхватывают вот эти сведения, пытаясь каким-то образом воздействовать на сознание людей, что бешенство больше не смертельно, что есть возможность у нас бороться с бешенством. Однако вы должны помнить о том, что все описанные случаи выживания после заражения бешенством не привели к полному и стопроцентному выздоровлению людей. Люди получили серьезные проблемы после переболевания бешенством, то есть это люди, которые едва ли вернулись к своей нормальной жизни. And in some cases, they weren't even able to find the virus in the body, only antibodies. So the treatment worked, like inducing coma in case of Gina Geese. It was not understood how the patient survived, but she survived. Кроме того, у некоторых вот таких выживших людей, переживших бешенство людей, не удалось выделить вирус из тканей организма, то есть у них выделяли только антитела. И, соответственно, эти люди получали лечение, такие как, например, искусственная кома, введение в искусственную кому, один из вариантов, вот выжившая девочка. Вопрос, пожалуйста, был, как мы с микрофоном, нам микрофон же нужен, да, для вопроса? Ага, да, сейчас, секунду. Может ли лектор пояснить? Просто из таблицы мы видим больше всего данных за количество выживших. Это молодой возраст, и в основном это мужской пол. Есть ли какие-то комментарии по этому поводу? And the males. Is there any correlation, or is just by accident? Because they're joking that's young ones and males, especially young males, they do have brains. I was about to say boys are naughty.
Понятно, мальчики непослушные, да? So if you see some of the cases, most of the cases I think are from developing countries, India, South America there, Turkey. There is no reason, but it's a good question. But what we could think is boys are more preferred than girls. And if a girl needs treatment, they don't really get to go to the hospital. But a boy child will get more attention in a family. Это очень интересный вопрос. Спасибо вам большое. На самом деле, конечно, такую статистику доктор не рассматривала, корреляцию такую, но обратите внимание, пожалуйста, на страны, где регистрировались вот такие случаи выживания. Это страны, где мальчики интереснее, чем девочки, в том смысле, что для семьи мальчик представляет больше интереса. И поэтому в случае, если происходит покус мальчика, семья, простите за разговорный язык, заморачивается тем, чтобы его полечить, отвезти его в клинику и так далее. А с девочками обычно не церемонятся. То есть тут вот такая есть еще такой момент. Кроме того, опять же, если говорить о такой вот географической составляющей, культурной составляющей, у мальчиков больше свободы в плане игры, например, на улице, игры вне дома. So it's more of a social issue. То есть это скорее не статистические с точки зрения эпидемиологии показатели, а социальные показатели. Еще вопрос, пожалуйста. Маленький вопрос. Есть ли статистика по заболеваемости среди укушенных людей? Какой процент заболевает? Бешеным животным. Pardon me. The question is, меня попросили просто по-английски тоже вопрос транслировать. The question is there any statistic that you are aware of? What is the percentage of the people being bitten that actually require the disease itself? There are some studies that say that there's just 1% chance that in a population where there are stray dogs and people are being bitten, there's a 1 to 10% chance that a bite is rabied. 1 to 10% chance that bite is a rabied bite. Если говорить о популяции, да, статистике популяции, где есть большое количество беспризорных собак, бесхозных собак, то процент от вероятности того, что укушенный человек в итоге получит бешенство, составляет от 1 до 10%. Yeah, that's all. It's a very small probability, but since you can't tell, everyone gets the vaccine. Эта вероятность, безусловно, мы все понимаем, да, она крошечная, в общем-то, ничтожная, но так как она, в принципе, существует, именно поэтому каждый человек, который оказывается в ситуации риска, оказывается покусан, получает вакцинацию в лечебной схеме. Does that answer the question? Вы это хотели узнать? Я слышала, что человек, он более устойчив к бешенству, как вид. The question is, after a person gets bitten by a rabid animal, what are the chances of getting it? Бешеное животное кусает группу людей. То есть я слышала даже такую статистику, что там только 30% заболевает. Хотелось бы. Заветно, то есть когда кусает бешеное животное, именно как более устойчивый вид человек, как более устойчивый вид. She heard that a human being, that the humans, they're more resistant to rabies rather than other species. That is the first point, and the second point is that what is the possibility of a person being bitten statistically to get actually rabies, to get a disease, to become after a rabid bite. After a rabid bite. After the rabid bite. Okay. Yeah. The first question was that the humans are probably more resistant to rabies. No, that's not true. По поводу резистентности, особой резистентности нашей видовой к бешенству, то это неверно. All mammals are susceptible to rabies. Абсолютно все млекопитающие в равных условиях восприимчивости к бешенству.
And there's no statistics to know if a rabid animal would bite you, what are the chances of getting rabies. That's not been studied. Статистики о том, насколько вероятно укушенный человек бешеным животным заболеет, такой статистики не существует. Okay. Я прошу прощения, хотел уточнить, болеют все млекопитающие, я правильно понимаю? Просто иногда всплывают сведения о том, что какие-то виды, например, там зайцеобразные или грызуны, не болеют бешенством. It is the question regarding the. You mentioned that all species, all mammals, are susceptible to rabies, and the gentleman says that there are some sort of information, piece of information that some lapins, like rabbits, hares, some of those population, they do not have a rabies disease. Which species don't have rabies? Lapins, I think. Lapins. Вы можете Rabbits? видовое название по латыни мне сказать? Я, к сожалению... По латыни, спасибо. Rodents? Rabbits? Oh, no, they're not resistant. There is no mammal that is resistant Это, to rabies. если говорить конкретно о кроликах и зайцах, да, то есть не о всех представителях семейства, то нет, это неверно. Они точно так же имеют возможность заболеть бешенством. Yeah. But we see rabies in particular species of animals in the wild because rabies likes small carnivores and they need more of it. Есть просто несколько другой аспект. Мы можем с другой стороны взглянуть на вот этот процесс распространения бешенства у естественных носителей бешенства, скажем так. Как правило, это мелкие хищники, которые должны жить достаточно скучно, то есть их популяция в определенном географическом регионе должна быть достаточно большой. И тогда статистически мы имеем более высокий риск распространения бешенства. So to maintain the disease in the wild, or like in cities, say stray dogs, the virus needs a biting animal and lots of it. The disease is not maintained, say, in large carnivores like lions or tigers or bears, because there are not enough of them. Интересный факт в плане распространения бешенства в дикой природе и также среди собак, беспризорных собак, которые у нас живут в городской среде, что для того, чтобы вирус поддерживался и распространялся, необходимо не только кусающее бешеное животное, но и чтобы животных, которые он кусает, было достаточное количество. Например, медведи или львы, крупные хищники, не считаются естественным резервуаром для бешенства, потому что их недостаточно. Они территориально живут достаточно обособленно, и таким образом они не могут являться таким стабильным передатчиком вируса. I'll speak about reservoir hosts in a bit. Мы немножечко позднее рассмотрим более подробно вот эти естественные резервуары вируса. So the question to the audience, which country does not have rabies? Вопрос теперь снова к вам. В какой стране нет бешенства? Yes, I hear Australia, I hear Great Britain. Antarctica, yes. France, yes. Okay, good. So Australia is free of rabies, of canine rabies, but they have bat rabies. Австралия, да, там действительно нет бешенства, но там нет бешенства собачьего, не зарегистрировано, переданного собаками. Но в Австралии существует бешенство, передаваемое летучими мышами. Same with France and Europe, no canine rabies, but again they have a few bat rabies circulating. То же самое касается Франции и вообще западноевропейских стран. У них нет бешенства, передающегося собаками, но тем не менее у них есть животные, от которых зарегистрированы случаи бешенства. Antarctica is correct. Антарктика у нас была, да? There's the Arctic fox, which has rabies. Арктика, там арктические лисы живут, они являются резервуаром бешенства.
Yeah, but they're not circulating it. There might be a chance of getting it from, but Они, they can get, but it's not there. они Yeah. могут, что касается морских млекопитающих, был вопрос из аудитории, то они могут быть заражены, они могут переболеть бешенством, однако они не являются естественным резервуаром. And New Zealand is free of rabies. Like they Новая don't have any rabies. Новая Зеландия не имеет бешенства тоже, свободна от бешенства. My friends practicing there say they don't have anything. It's a boring practice. Доктор говорит, что одна из его коллег, друзей, работает в Новой Зеландии и как раз занимается бешенством, проблемой бешенства, и это самая скучная работа на свете, потому что нет бешенства в принципе. So this shows data from 2009, the risk of getting rabies in these are the parts of the world that you would get rabies. So this is high risk, yours and my area, Africa and north of South America. Вот так, Let's go. Oh, sorry. Yeah. вот так выглядит схематическое распространение по степени риска заражения бешенством на 2009 год. Вы видите, что мы с вами не в дамках. And this is 2013 data. I would let you look at this for a few minutes. 2013 год, тоже, пожалуйста, посмотрите. Okay. And the next slide is particularly dog rabies. Вот на этом слайде схематически изображено распространение бешенства собачьего, то есть переносимого собаками. So in the United States and Mexico and Canada, there's no dog rabies because they've controlled it in dogs and they have good pet licensing. Same in Europe. В Соединенных Штатах, в Мексике, в Канаде вы видите нет случаев собачьего бешенства благодаря отличному контролю за вакцинацией собак. То же самое касается Западной Европы. But they do have rabies in skunks, raccoons, yeah, those two in the United States. Однако в Соединенных Штатах остается проблемой, представляют проблему бешеные скунсы и бешеные еноты. In Europe, fox rabies was a problem, and they removed it in the 1980s. Для Европы наибольшую проблему представляли лисы, бешеные лисы в качестве естественного резервуара распространения бешенства, но к 80-м годам они достаточно успешно с этой проблемой справились. Okay. So these are the reservoir hosts in different regions of the world. Вот здесь как раз вы видите схематичное изображение естественных источников заражения, естественных резервуаров бешенства по всему миру. Do you know what mongoose is? Mongoose, do you know what a mongoose? Okay. So mongoose is a reservoir host in South America, Puerto Rico, Central America here. Мангусты, например, могут быть такими животными, тоже это в Южной Африке, например, они представляют проблему. Dogs are the most popular in developing countries where there are more stray dogs. Собаки представляют наибольшую опасность в странах с невысоким уровнем жизни, где огромное количество беспризорных собак проживает. And in the developed world, bats are the only problem in Europe, North and South America. В развитых странах также проблему в качестве естественного резервуара представляют летучие мыши. Okay. I want you to pay attention to this slide a little bit. Пожалуйста, отнеситесь к этому слайду с большим вниманием. These are the various Lissa viruses that cause rabies. Здесь представлены различные типы лисовируса, которые могут вызывать бешенство. Our only concern is the rabies Lissa virus, the most popular one. Самый популярный тип, собственно, тема нашего сегодняшнего обсуждения – это рабический лисовирус, который как раз и вызывает бешенство. The rest of the Lissa viruses are grouped into group 1, 2, and 3 based on their immunogenic characters. Если рассмотреть все виды лисовируса, то их подразделяют на 3 филогруппы в зависимости от иммуногенности. The vaccine we take and we give to dogs protects us and dogs from phylogroup 1 completely, protects us
partially from phylogroup 2 and no protection at all in phylogroup 3. Вакцинация, которую мы с вами используем для защиты себя, которую мы используем для защиты наших собак, она защищает полностью нас и наших животных от представителей первой филогруппы. Частичную защиту мы получаем от представителей второй филогруппы, и мы вовсе не защищены, наши собаки тоже вовсе не защищены от представителей третьей филогруппы вируса. Don't get too scared. While this rabies virus causes around 60,000 deaths a year, the rest of them cause maybe just 10 deaths a year, and predominantly in the Americas. Нет повода для беспокойства, потому что если бешенство, классическое бешенство, о котором мы говорим, вызывает порядка 60 тысяч гибелей в год, то вот это представители третьей филогруппы вызывают гибель порядка 10 человек в год.